Всех приветствую на канале. У нас наконец-таки уже опять настала весна, уже стабильная на юге. Я приехал из командировки, больше недель меня не было. Немного пришел в себя и надо записывать видео, надо заканчивать тему Юпитера 8. В командировке я снимал на полтишки, мои самые любимые. Снимал на 9 Юпитер. Все крупные планы у нас были на 9 Юпитер. Белый. Великолепное стекло. Я пишу. Звук. Подождите же, мне надо зум включить. Ждем. Так они снимали. Это было великолепно. Было что вспомнить. Полчаса получается. Ну да. Так, все, звук пошел. Я пишу. Пушка. Кадр 3, дубль 1. Поехали. И снимал на ширик, хотел взять с собой вот этот. Я купил к нему линзы. Видите, это КМЗ. Но линзы у него малиновые, лыткаринские. Однако пришли мне с царапинами. И я его все-таки не взял с собой. Хотел его прям потестить прям в командировке, но не взял, потому что много царапин. И опять же, объективно его прям по-серьезному тестить не получается. Почему не отказался? Ну, когда ты ждешь месяц линзы и делать отказ, и, ну, была надежда, что это просто грязь, а не царапины, потому что был он загаженный и замацанный, все эти линзы. И самое обидное, когда ты... То есть тебе не денег было жалко, тебе было жалко вот месяц ожидания. Конечно, продавец мудак, потому что он сказал, что линзы в идеале. Ну, давайте сейчас посмотрим, насколько они в идеале. Сейчас я попробую. Вот, уже видно. Уже видно, насколько линзы в идеале. Да, в идеале линзы. Ну-ну. Он все в царапинах. Передняя линза. Вот это вот у нас линзы в идеале. Ну, что тут можно сказать? Продавец мудак. Может быть, он, конечно, настолько не соображает, но... Ну, как бы то ни было. Если у кого-то есть, если он лежит, не нужен, может быть, поделиться. Может быть, я за какие-то символические деньги могу выкупить технический Юпитер 12. Напишите мне. Напишите мне или ВКонтакте, напишите мне или на Ютубе. Может быть, у вас есть возможность, есть какие-то большие барахолки, и вы можете просто, у нас нету такого, у нас ничего в городе такого нету. Может быть, вы сможете купить, мне отправить, я оплачу. Ну, то есть, есть у вас возможность, вот их там лежит 10 технических Юпитеров, 12 на какой-то большой барахолке, и вы можете там найти линзы в идеале и просто мне переслать, как бы я оплачу. Может быть, вот такие истории, потому что, ну, я... Могу еще раз так гадать, и у меня уже будет склад вот этих вот поцарапанных линз, потому что в идеале пишут, ну, почти все, а на деле оно получается вот так. Кроме этого, в командировке я взял беломовский гелик, ну, потому что 500 рублей у него была цена. На деле линзы у него тоже серьезно поцарапаны, передняя. Вот точно так же это можно, вот оно все, вот оно, вот видно, насколько они... В замечательном состоянии. Это передняя линза. Опять же, нахрена я взял? Ну, первое, чтобы что-то привезти все-таки из поездки, потому что на барахолку я там попасть по-человечески не смог. А бомбила, который там монополист и держит все объективы, цены у него, ну, мягко говоря, невкусные. Второй момент, ну, цена вопроса была 500 рублей. Ладно уже, может быть, у него заднюю линзу переверну, и будет вот такой вот с криповой картинкой, вот эти вот переворачивают заднюю линзу, и делают какие-то такие необычные, там, супер закрученные, какие-то пузырьковые боке. Может, для каких-то творческих задач он мне пригодится. Пусть лежит. Единственное, я никак не могу его раскрутить, прикипел намертво. Ну, буду думать. Так, взял еще себе вот такой на разбор у нас в городе. Это цена вопроса была 800 рублей. Внешнее состояние у него там, ну... 3 с плюсом, 4 с минусом. Ну, вот эти пятна меня не смущают ни капли. Все крутится, все нормально, только немножко люфтит. Надо или затянуть, или понять, в чем проблема. Предустановка мягко работает. В принципе, у него все неплохо. Линзы. Ну, на передней тоже есть царапины. Ну, я бы дал 4 передней линзе. Нет, это отпечаток.
Это не царапина. Ну, я бы дал 4. Передней линзе, задняя линза у него в порядке. За 800 рублей, ну, понятное дело, что это все нужно чистить вон там по уголкам. За 800 рублей, чтобы его разобрать, сделать полную разборку, кстати, я так понимаю, что у него не хватает несовпадения шкал, у него не хватает юстировочного кольца внутри еще одного. Ну, наверное, и не буду парить себе мозги. Так он полностью все раскручивается, все у него в порядке. И взял себе еще один ЛЗ. Да, вы скажете, нафига он тебе нужен? Ну, я просто их люблю. Во-первых, хочется себе таких собирать. Внешнее состояние у него, конечно, такое потертое, видно по нему. Линза у него задняя была, насколько я понял, заменена, потому что у нее просветление отличается от передней. Ну, цена вопроса была 1200. Опять же, за такие деньги линзы у него в хорошем состоянии. Мне кажется, там 4 с плюсом у него по линзам. Я геликоид уже смазал, он идеально ходит. Но эту историю еще надо разбирать, собирать. Сегодняшним гостем программы у нас будет, как я вам и обещал. Появилось время, я делаю. Это, наверное, самая редкая из сборки. Юпитер 8 поводковый. У нас он 54 года, буковка П, все по стандарту. Просветление малиноватое. И у него любопытство в том, что у него вообще нет болтов на хвостовике. И этот хвостовик, здесь поводок крутится, а хвостовик остается полностью неподвижен. Вот. То есть хвостовик, он не крутится, он двигается только вперед и назад. Он уже смазанный. Я специально взял у товарища. Это подарок моему товарищу. Смазан он циатимом. Все у него, в принципе, все в порядке. Крутится слишком легко. Здесь тоже надо будет разбирать. И есть поводковый. Поводковый у нас 59 года. И у него есть болты. И хвостовик вместе с поводком у него двигается. То есть эта сборка, можно сказать, обычная, ранняя. Если можно так выразиться. Вот этот вот он довольно-таки редкий. Ни одного адекватного мануала. Ну да, можно там искать на каких-то форумах, но там никакой целостной картинки вы не увидите. Никакой. Поэтому я сделаю разборку именно геликоида. Стандартно отделяем у нас узел геликоида от узла линзоблока. Запомните, любопытная тема. Здесь, видите, все совпадает. Ну, плюс-минус, вот. Все совпадает. Откручиваем. Все совпадает, все в порядке. Но есть одна любопытная тема. Я ее тогда не заметил, вернее, я не знал, что это, прикольно. Здесь нету вообще юстировочного кольца. То есть оно здесь отсутствует. Однако, вот здесь ничего нету. Ничего нет, однако все в порядке, становится на свои метки, на свои места. Это любопытно. Откручиваем наши болтики кольца фокуса. И снимаем наше колечко. И вот у нас оголяется геликоид. И мы видим, как любопытно у нас собран хвостовик. Повторяюсь, эта сборка, она действительно редкая, и мануалов, уж видео вообще и близко не найдете, даже фото, наверное, нету, есть какие-то там словами описания, и это все непонятно. Вот так у нас выглядит изнутри. Давайте мы открутим вот эту вот среднюю часть, там, где написана вот красная полоса и значение диафрагмы. Обычно я это не делаю, но здесь, чтобы получить доступ, потому что я его так давно разбирал, что уже и подзабыл, как это делается. Давайте мы, чтобы больше свободы было и все-таки воздуха, понять, как оно там состоит, давайте открутим это среднее кольцо со значениями. Как запомнить и поставить его на свое место? Видим вот стопорной наш болт. Красная полоса должна быть немного правее, чем болт. Вот, немножко правее. Остальное вы уже по болтикам состыковываетесь. Итак, болтики выкручены, и мы просто его снимаем. Оно очень свободно отходит. Если оно бывает прикипает, то тогда
ну, нужно приложить или силу, или не трогать. Два варианта. Все, в сторонку. Оно все чистенькое, потому что я уже его как-то обслуживал, поэтому не будем это все мыть. Экономим, то есть, время. Если у вас это все загрязнено, конечно, эту историю нужно чистить, отмывать бензином калоши и так далее. Итак, занимаясь узлом геликоида дальше. Я не знаю, насколько можно быть таким идиотом. Наверняка этого конструктора, блядь, уволили. Сразу взяли нормального, и он придумал вот такие вот поводковые геликоиды, Юпитеры, где все по-человечески, адекватно. Потому что здесь, ну, прошло 3 часа. То есть я его разобрал. Скорее всего, в прошлый раз, это было года 3 назад, я его так смазал постольку-поскольку. Вот, просто где-то там, ну, раскидал, накидал, натолкал смазки и так далее. И все это потом разогнал. Сейчас я это разобрал и на 3 часа тут застрял. Как видите, здесь уже все вымыто полностью. Я его на сухую собрал. Просто чтобы показать вам. И это просто какой-то пипец. Насколько можно было быть идиотом. То есть для кого ты это собирал? Ты для кого собирал такую конструкцию? Для людей? Да блин, я уже, я не знаю, 2 года собираю объективы. Плюс-минус. И я тут просто охренел. Ну, то есть человек с опытом, который вон вот все вот это вот собирает, разбирает своими руками. Я сломал себе мозг. Ну, как бы то ни было, я понял, что здесь надо делать. Значит, момент номер 1. Вот у вас вы только сняли вот это колечко. Далее, вот эти болтики, вообще про них забываем. Вообще, их не существует. Только если у вас геликоид расхренячен и его нужно заменять, тогда это держит внутренний геликоид. То есть вот это вот кольцо с поводком. Внутри этого кольца геликоид, который тоже разбирается. Вот эти болтики его держат. Что нам нужно? Нам нужно самое главное, визуально запомните, как и что у вас при условии того, что он, ну то есть мы сами решаем, что он собран правильно. То есть мы обуславливаем, создаем условия, что он собран правильно, и начинаем его внешне осматривать. Первое. На расстоянии бесконечность, самое близкое. Видите, вот здесь вот. Эти 2 кольца не должны быть плотно. Видите, где-то здесь 1,5 мм между ними расстояние. Вот, между этими кольцами. Вот они двигаются. Это первое. Это на расстоянии вот. Вот болт, это центр. Это на расстоянии бесконечность. Вот, уперлась. Далее. Запомните, что это кольцо точно так же плотно к геликоиду не прикасается. То есть оно не стоит плотно, вот, до упора. Здесь тоже где-то расстояние 1 мм есть. Спокойно заходит ноготь. Вот. Это второй момент. Третий момент. Поворачиваем на расстояние 1 метр. Вот всегда ориентируйтесь вот на этот болт. Потому что этот болт — это положение сверху и середина. Вот. Вот правильное положение. Всегда опирайтесь вот на этот болт. Итак, номер 3. Выставляем положение на 1 метр. Вот повернули. И здесь у нас геликоид где-то на миллиметр. Вот он ниже хвостовика. Видите? Вот. Где-то на миллиметр ниже. В версии поводковой здесь он в уровень стоит. Но я уже все проверил, все расстояния, все четко. Скорее всего, в прошлый раз я собрал его даже неправильно. Момент номер 4. Хвостовик наполовину закрывает стопорной болт. Все, приступаем к разборке. Запомните обязательно, потому что потом вы должны на это ориентироваться. Я вот это прощелкал и на 3 часа встал. Вот не повторяйте моих ошибок, вот этот вынос мозга вам вообще не нужен. Визуально запомните, чтобы вы потом ориентировались или на видео, или сфотографируйте. Поехали. Вот наш стопорной болт, второй. И он ходит по пазу, который находится внутри. И вот он упирается в конец этого паза.
и не дает колесу фокуса крутиться дальше. Здесь упирается и здесь. Его можно или выкрутить полностью, или ослабить. Просто берем и его немножечко, можно даже полностью не выкручивать. Но я выкручивал, потому что я здесь все мыл. Естественно, если вы будете мыть, выкручивайте полностью, чтобы его не посеяли. Теперь мы его выкрутили, и мы видим, что оно теперь крутится, больше никуда не опирается. И оно крутится сильнее. И как я уже говорил, вот оно взяло и оголило нам этот винт. Мы берем и просто теперь выкручиваем в обратную сторону. Колесо, оно точно так же теперь ничего не держит. И у нас начинает все теперь раскручиваться. Так. Выкручиваем. И вот теперь оно свободно выкручивается. Смотрите, всегда вот по вот этой дырочке. Смотрите, чтобы вот эта вот часть, она всегда ходила по пазу, иначе будет просто цепляться. И вот оно у нас освободилось. И мы просто берем и выкручиваем это полностью. Выкручиваем пока в сторону. Потом будем собирать. И точно так же здесь мы можем теперь выкрутить наш болт. Выкручиваем болт. И теперь выкручиваем наше само колесо фокуса. Как я и говорю, эти ничего не трогаем. Просто берем и выкручиваем. Все. Все вымыто. Поехали смазывать. Не буду это много показывать, уже 100 раз показывал. Смазка все та же. И начинаем потихоньку это смазывать. Все смазано. Потом, если надо будет, досмажем. Нам нужно сейчас поймать правильное положение вот нашего первого кольца с фокусом. Сейчас покажу, как это делается. Ориентироваться нужно точно так же. Запомните, у нас ориентир номер 1 вообще, чтобы правильно его собрать, этот объектив, это вот этот вот болт стопорной. Отверстие и болт. Берем, просто накручиваем нагло. Запомните правильное положение. Вот у нас поводок уперся, но так как потом стопорной болт не даст ему подняться вот до сюда, то он будет вот где-то примерно вот так стоять. И вот у нас появилась наша щель. То есть вот, мы упираем его, если вы угадываете положение, неправильно, значит назад. Вот у нас вверх, вот у нас уперся наш поводок, и потом стопорной болт, он не даст ему, то есть он где-то будет вот так. Именно то положение, какое нам и нужно. Вот правильное положение. И у нас здесь есть то расстояние, о котором я говорил. Далее в обратном порядке вкручиваем стопорной болт. Ну и смазываем еще одну часть геликоида, вот эту внутреннюю резьбу. Ну и, конечно, потом надо будет немножко вот этот паз тоже смазать. Но это чуть-чуть позже. Здесь сильно много смазывать не надо. Но чтобы оно было везде. Теперь нам нужно состыковать эти две части, дополнительные. Берем этот максимально близко к болту. И начинаем угадывать наше положение. Так. Ну, допустим. И теперь нам нужно все эти элементы между собой состыковать. И чтобы обязательно вот этот вот паз всегда вот, то есть оно зашло именно вот на этом пазу, иначе оно просто не зайдет. Мы начинаем крутить наш поводок. Вот смотрите, начинаем крутить поводок, держа эти элементы вместе. И вот оно начинает наживляться. Все, чувствуем, что наживился болт. Вот, вот, и оно пошло. Далее смотрим, получилось, не получилось. Нет, не получилось. Видите расстояние? Мы опять это все обратно. И начинаем искать вот то положение. Ну, то есть немножко назад, оно до щелчка и дальше. До щелчка. И пока оно не зайдет. И точно так же по нашему болту ориентируемся. Вот опять наш болт. И опять ищем дальше. Так. Попало, не попало. Ну и вот. Вот оно у нас навскидку попало. Сейчас, если мы
закрутим этот стопорной болт, вот этот, по идее все должно встать на место. Сейчас попробуем. Давайте немножко назад. Если нет, тогда будем искать то положение, чтобы оно все встало. Закручиваем наш ограничитель. И давайте пробовать. Так. Ага, немножко отпустить его надо. Сильно не закручивайте. И давайте смотреть. И вот. Все. Так. Нет, я на один шаг промазал. Вот смотрите, слишком плотно. Я на один шаг сделал слишком много. И здесь, видите, болт слишком торчит. Нужно на один шаг назад. Вот, на один шаг назад. И тогда. Но принцип вы поняли. То есть ослабляем стопорной болт. Из-за этого теперь оно не упирается. Вытаскиваем, ставим правильное положение, закручиваем болт. Сейчас я поставлю его уже обратно. На один шаг промазал, слишком сильно сделал. И будем уже собирать дальше. Кстати, только что проверил. Вот здесь, видите, оно в уровень. Сильный перелет на бесконечность, очень сильный. Поэтому нет. Правильное положение в этом варианте, это чуть-чуть, чтобы был утоплен за хвостовик. Здесь оно в уровень. Все, пересобрал, правильно. Вот у нас наполовину болт стопорной закрыт хвостовиком. Здесь все четко, все очень плавно. Здесь у нас чуть-чуть он запал, как и должно быть. Я проверил, бесконечность в порядке. Расстояние там метр или около того. Ну, рулеткой не измерял. Все супер плавно ходит. Далее. Среднее кольцо с метками. Помним, что оно должно быть чуть-чуть правее стопорного болта. И вот выставляем примерно так. Ну и далее вот у нас дырочки и гнезда под них. Все, прикручиваем эту историю. Так. И все остальные. Ну и все, теперь осталось только колечко самого фокуса с обозначениями. Выставляем, как обычно, до упора на бесконечность. Ищем нашу красную метку и ищем значение бесконечность. Все, далее просто по дырочкам и болтикам соединяем. Все, узел у нас готов, полностью разобран. Все-таки это чудовище было побеждено. Спустя 3-4 часа с матами и психами. Блин, действительно, я его, наверное, года 3 назад там собрал так, поскольку-постольку, потому что я вообще себе тогда даже, наверное, психанул разбираться, как он тут состоит. Вот, ну теперь есть хоть какой-то гайд. На этом, я надеюсь, мы закончим. Это самый-самый редкий и самый-самый сложный. На этом мы закончим серию с 8 Юпитерами. Я думаю, пора уже заканчивать и приступать ко всем остальным объективам. Спасибо за просмотры. Если у вас еще какие-то есть, я знаю, Юпитер 9 еще просили, да, тоже будет. Будет обязательно, будет 9, будет 37, будет 11, оба вида обязательно. Блин, найти бы время на все это. И я хочу себе еще Мир 1 заказать, и будет еще Мир 1, полностью тоже белый. Хочу все-таки, да, он стоит очень много, но хочу попробовать себе его заказать, позволить. Потому что уж больно интересный объектив, тем более ширик на полную камеру, на полный кадр будет хорошо. Спасибо за просмотры. Пишите, если будет еще что-то интересное или что-то нужно будет разобрать. Оптика, да, в основном советская. Немцев нету, японцев нету. Ну, просто нет, есть, но там есть Такумар, есть Пентакон, но мне брат попросил не залазить туда, потому что это подарок. Поэтому пока этим заниматься не буду. И опять же, если, как я уже говорил, если у кого-то есть или есть возможность пробить технический Юпитер 12 для того, чтобы заменить линзы, вот здесь вот видно хорошо, насколько все поцарапано, вот, прям все в царапинах.
то напишите мне, пожалуйста. И я думаю, там или за какие-то символические деньги, или, может быть, вы оформите, я сразу куплю. То есть, если у вас есть большие барахолки, то просто вы возьмете идеальные, а я просто, оформите Авито доставку, и я там, допустим, заплачу и куплю. Эти я купил за 1000 линзы, но, как видите, вот я пожалел, пришло царапанное говно. Спасибо продавцу, долгих лет жизни, за пиздеж, что оно было в идеале. Извиняюсь, но как есть. Было сказано в идеале. Как-то так. Ну, ладно. Спасибо за просмотр и увидимся в следующих выпусках и следующих боях с объективами.